Привет. 20 лет в бездне зловещей Ци не прошли даром. Хань Ли и его команда вышли оттуда совершенно другими. И вовремя. Пожиратель уже идет по следу. Во-первых, мучительное благословение приносит плоды. Поглотив смертоносную темную энергию монстра, Хань Ли пробивает новые резервы силы и взлетает на самый пик могущества Золотого Бессмертного. Его спутница Зиньтун эволюционирует до невероятных высот. Как плотина, которую прорвало после многолетнего давления. Чудовищно болезненно, но энергия хлынула колоссальная. Многие ли воины вообще пережили бы то, что поначалу выглядело как верная смерть? Во-вторых, союзник Мо Гуан обретает новое тело, но не без оговорок. Процесс захвата занял больше года, и Хань Ли потратил редчайший эликсир для его пробуждения. Однако даже в этот момент он заранее внедряет в тело союзника жесткие магические ограничения. Классический инстинкт выживания. Помогай, но никогда не теряй контроля. И, наконец, передышка окончена. Пожиратель вырвался из 20-летней иллюзии, взбешенный как древний дух, которого грубо вырвали из лучшего сна в его вечной жизни. До столкновения остался ровно месяц. Но Хань Ли больше не жертва. Он минирует ущелье смертоносными ловушками, превращая его в личные охотничьи угодья. Фигуры расставлены, капкан взведен. А теперь слушаем дальше. Глава 591. Мечи в тыкве. Хань Ли сделал глубокий вдох, прежде чем закрыть глаза, а затем влил свое духовное чувство в светящуюся зеленую тыкву, оказавшись в зеленом пространстве внутри нее. Зеленое пространство ничем не отличалось от того, что было раньше. Оно все еще было наполнено бесчисленными прядями зеленого света, которые медленно вращались, образуя зеленый вихрь. Однако, эти пряди зеленого света явно стали немного ярче, чем раньше, и они также излучали очень своеобразную ауру. Скорее всего, это было следствием питательного эффекта духовной жидкости флакона, контролирующего небеса. В центре зеленого вихря парили несколько зеленых бамбуковых мечей облачного роя, а также тот миниатюрный павильон «Бессмертное сокровище», который он получил в бессмертном поместье Адского Мороза. После стольких лет очищения, духовная сила зеленых бамбуковых мечей облачного роя стала полностью автономной, и они излучали слабый лазурный духовный свет, внешне ничем не отличаясь от обычных духовных сокровищ. Что касается того зеленого бамбукового меча облачного роя, который был помещен в тыкву первым, то его духовная сила стала максимально сдержанной, до такой степени, что он даже не светился духовным светом, напоминая обычный меч. Однако, через свою духовную связь с мечом, Хань Ли мог чувствовать, что в нем заключена грозная духовная сила, которую он мог высвободить в любой момент. Вытащив свое духовное чувство из тыквы, Хань Ли открыл глаза, прежде чем взмахнуть рукавом, и из тыквы вылетел один из летающих мечей, а затем приземлился ему в руку. Поймав летающий меч, Хань Ли влил в него немного своей бессмертной духовной силы, и тут же раздался оглушительный раскат грома, когда вырвалось огромное пространство сияющей золотой молнии. Из меча во все стороны вырвались бесчисленные тонкие дуги молнии, мгновенно окутав все окружающее пространство. Эти дуги молнии были невероятно яркими, и вся ближайшая зловещая Ци тут же отступила, чтобы избежать их. Хань Ли, увидев это, довольно улыбнулся. И действительно, после этого периода очищения в небесной тыкве, все зеленые бамбуковые мечи облачного роя стали значительно мощнее, чем раньше. Сразу же после этого, по велению Хань Ли, из тыквы вылетело еще 8 зеленых бамбуковых мечей облачного роя, которые, вместе с тем, что было у него в руке, поднялись в воздух. 9 мечей кружились в воздухе, когда над ними, среди грохочущих раскатов грома, появились толстые дуги золотых молний, а пространство на пути 9 летающих мечей также сильно дрожало и рябило. С тех пор, как Хань Ли достиг поздней стадии Золотого Бессмертного, он смог одновременно управлять 9 зелеными бамбуковыми мечами облачного роя, и это, несомненно, было огромным усилением его мощи. 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя на мгновение покружились в воздухе, а затем, по велению Хань Ли, вернулись в тыкву. Что касается миниатюрного павильона Бессмертного сокровища, то его духовная сила также стала более сдержанной, но она не изменилась так сильно, как у зеленых бамбуковых мечей облачного роя, возможно, потому, что это было сокровище более низкого уровня. Направив 9 летающих мечей обратно в тыкву, Хань Ли поднялся на ноги, с легким волнением в глазах, глядя на тыкву. В следующее мгновение он поднял руку, чтобы подбросить тыкву в воздух, а затем влил в нее цепочку рунных печатей, и зеленый свет, исходящий от тыквы, мгновенно усилился, а зеленые руны начали вращаться с невероятной скоростью. Внезапно из его межбровья выстрелил толстый луч полупрозрачного света, прежде чем в мгновение икая исчезнуть в тыкве.
Благодаря своему недавнему прогрессу в совершенствовании и освоению 4-го уровня техники духовного очищения, его духовное чувство стало гораздо сильнее, чем раньше, и он хотел попробовать очистить это сокровище, чтобы посмотреть, не сможет ли он добиться какого-нибудь прогресса. Эта тыква была невероятно редким и могущественным высшим небесным сокровищем, и Хань Ли был уверен, что она, определенно, способна не только очищать духовную силу сокровищ, хранящихся внутри нее. С этой мыслью Хань Ли продолжал складывать ручные печати, вливая в тыкву все больше и больше бессмертной духовной силы. В то же время он высвободил свое духовное чувство вглубь внутреннего пространства тыквы, но вскоре столкнулся с некоторым сопротивлением в виде нежного, но упругого барьера, который сдерживал его духовное чувство. Это было то же самое сопротивление, с которым он столкнулся во время своей предыдущей попытки исследовать внутреннее пространство тыквы своим духовным чувством, но сопротивление было значительно слабее, чем раньше. Это, естественно, очень обрадовало Хань Ли, и он поспешно задействовал свою технику духовного очищения, все глубже и глубже проникая своим духовным чувством в тыкву. Несмотря на то, что прогресс был очень медленным, его духовное чувство все еще неуклонно продвигалось вперед. С каждым сантиметром прогресса приходилось тратить огромное количество духовного чувства, но Хань Ли был полон решимости продолжать. Внезапно зеленый свет, исходящий от тыквы, начал беспорядочно мерцать, и вырвались вспышки грозных колебаний силы закона, снова вызвав неистовое волнение в ближайшей зловещей Ци. Хань Ли не обратил на это внимания, всем сердцем сосредоточившись на том, чтобы все глубже и глубже проникать своим духовным чувством в зеленый вихрь, и в мгновение Эйке прошло 2 часа. Как раз в тот момент, когда духовное чувство Хань Ли было истощено более чем наполовину, из зеленой тыквы внезапно раздался слабый, но отчетливо слышимый треск, словно лопнуло какое-то узкое место. Сопротивление, с которым сталкивалось духовное чувство Хань Ли, мгновенно исчезло, и он вошел в еще одно зеленое пространство. В то же время сопротивление на пути его бессмертной духовной силы тоже исчезло, позволив ей беспрепятственно течь в тыкву. Мерцающий зеленый свет вокруг тыквы внезапно успокоился, но стал ярче, чем раньше, как и зеленые руны на поверхности тыквы. Хань Ли не осмелился расслабиться, когда он осторожно продолжал вливать в тыкву свою бессмертную духовную силу, но большая часть его внимания все еще была сосредоточена на его духовном чувстве. Зеленое пространство, в которое вошло его духовное чувство, казалось, было очень похожим на то, что было раньше, но это пространство было больше предыдущего. Однако, это пространство было совершенно пустым, за исключением шара зеленого света, парящего в воздухе. Шар зеленого света время от времени вспыхивал, и он казался очень таинственным. Увидев это, Хань Ли почувствовал легкое любопытство, и он немедленно начал изучать это зеленое пространство своим духовным чувством. Вскоре его духовное чувство исследовало все пространство, но в нем не было ничего особенного, кроме шара зеленого света. Хань Ли снова обратил свое внимание на шар зеленого света и, немного поколебавшись, протянул к нему свое духовное чувство. Однако, как только его духовное чувство соприкоснулось с шаром зеленого света, последний тут же значительно посветлел и запульсировал, как зеленый огненный шар. Сразу же после этого раздался оглушительный грохот, когда из шара света вырвалась вспышка грозной силы, которая силой отбросила духовное чувство Хань Ли. Хань Ли тут же почувствовал приступ головокружения, и он поспешно направил свою технику духовного очищения, чтобы стабилизироваться, и на его лице появилось удивленное выражение. Немного придя в себя, он увеличил свое духовное чувство, пытаясь снова изучить шар зеленого света, но, как и в прошлый раз, его духовное чувство снова было отброшено. Однако, на этот раз он был морально готов к этому, поэтому у него не было такого же приступа головокружения, но он все равно был весьма удивлен. Не желая сдаваться, Хань Ли продолжал протягивать свое духовное чувство к шару зеленого света, даже прибегнув к своим цепям духовного чувства, клетке духовного чувства и искусству наблюдения меча, но его попытки каждый раз пресекались. В конце концов, ему не оставалось ничего другого, как отвести свое духовное чувство. Тем временем его бессмертная духовная сила смогла немного продвинуться вперед, но снова столкнулась с некоторым сопротивлением. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, когда он посмотрел на зеленую тыкву. Несмотря на то, что ему не удалось докопаться до ее секретов, его контроль над тыквой значительно улучшился. С этой мыслью он высвободил свое духовное чувство, чтобы войти в первое зеленое пространство внутри тыквы, и зеленый вихрь тут же ускорил свое вращение, выпустив вспышку яркого зеленого света, которая ударила по ближайшему горному склону. На горном склоне появилась глубокая вмятина, когда часть скалы, пораженная вспышкой зеленого света, исчезла в воздухе, будучи затянутой в тыкву. Хань Ли, увидев это, одобрительно кивнул. После бесчисленного количества лет, проведенных в непосредственном контакте с грозной зловещей Ци во враге, горный склон стал невероятно твердым, поэтому было довольно примечательно, что зеленый свет смог так легко пробить его. Похоже, что, по мере того, как зеленый вихрь ускорял свое вращение, его способность затягивать предметы значительно усиливалась. Кусок скалы, который был затянут в тыкву, появился в центре зеленого вихря, и, как только его окутал зеленый свет, он тут же, словно замазка, сложился в шар черного камня.
По мере того, как вихрь, по велению Хань Ли, продолжал ускорять свое вращение, зеленый свет, который он излучал, становился все ярче и ярче. Зеленый свет пронесся по дну оврага, и все, чего он касался, разрывалось на части, прежде чем быть затянутым в тыкву. В этот момент лицо Хань Ли немного побледнело, и он отвел от тыквы свое духовное чувство. Использование высшего небесного сокровища было невероятно утомительным, и за этот короткий промежуток времени большая часть его бессмертной духовной силы была истощена. Только приняв пилюлю, его цвет лица постепенно начал улучшаться, после чего он немедленно снова влил свое духовное чувство в первое зеленое пространство внутри тыквы. В этот момент зеленый вихрь уже вернулся к своей обычной, медленной и вялой скорости вращения. Раньше Хань Ли вообще не мог контролировать вихрь, но теперь он мог по своему желанию ускорять и замедлять скорость его вращения. Продолжая наблюдать за вихрем, ему вдруг пришла в голову мысль, и он решил посмотреть, что произойдет, если он заставит вихрь вращаться в обратную сторону. Глава 592. Неизбежное столкновение. Как только зеленый вихрь начал вращаться в обратную сторону, его ярко-зеленый цвет резко сменился на темно-зеленый, а сила всасывания, исходящая из вихря, также превратилась во вспышку мощной силы отталкивания, которая окутала черный каменный шар в центре вихря. На поверхности каменного шара мгновенно появился слой яркого зеленого света, который тут же исчез. Сразу же после этого из тыквы вылетела вспышка размытого зеленого света, прежде чем ударить по горному склону. Весь горный склон, вместе с землей под ним, яростно задрожал, словно произошло землетрясение, но толчки тут же прекратились, и Хань Ли, устремив свой взгляд вперед, обнаружил, что на горном склоне появилось отверстие размером с мельничный жернов. Край отверстия был невероятно гладким, и оно было настолько глубоким, что не было видно дна. Он влил свое духовное чувство в отверстие, и на его лице появилось ошеломленное выражение. Как оказалось, отверстие уходило вглубь на несколько сотен километров. Хань Ли с восторгом посмотрел на зеленую тыкву в руке. Сила отталкивания, выпущенная тыквой, придала этому обычному каменному шару невероятную разрушительную силу. Если бы он выстрелил из тыквы духовным сокровищем, или даже бессмертным сокровищем, а не обычным каменным шаром, насколько мощным был бы этот удар? От этой мысли в сердце Хань Ли возникло волнение, и, потратив немного времени, чтобы восстановиться с помощью пилюль и камней бессмертного происхождения, он снова влил свое духовное чувство в зеленую тыкву. Только что вместе с тем каменным шаром из нее вырвалось и его духовное чувство. Внутри зеленого пространства зеленый вихрь уже вернулся в свое прежнее состояние, и он медленно вращался в своем первоначальном направлении. Зеленые бамбуковые мечи облачного роя Хань Ли и тот миниатюрный павильон все еще парили в центре вихря. По велению Хань Ли большая часть летающих мечей и миниатюрный павильон отлетели в сторону, оставив в центре вихря только один зеленый бамбуковый меч облачного роя. После этого вихрь снова начал вращаться в обратную сторону, одновременно приобретая более темный оттенок зеленого, и снова возникла та же вспышка силы отталкивания, на этот раз подействовавшая на зеленый бамбуковый меч облачного роя. Меч мгновенно окутало шаром пронзительного зеленого света, и он сильно дрожал, словно вот-вот будет выброшен из тыквы, но Хань Ли, вместо того, чтобы позволить силе отталкивания высвободиться, изо всех сил подавлял ее. По мере того, как время шло, его лицо начало бледнеть, а тело — дрожать, что явно указывало на то, что он близок к своему пределу. Все это время сила отталкивания в тыкве продолжала расти, и внутри тыквы раздавались глухие раскаты, словно это был вулкан, готовый вот-вот извергнуться. Подавляя высвобождение силы отталкивания, вихрь будет продолжать вращаться все быстрее и быстрее, но в какой-то момент Хань Ли больше не сможет его сдерживать. Вместо того, чтобы продолжать, Хань Ли высвободил силу отталкивания, и зеленая тыква слегка содрогнулась, как и пространство перед ней. Хань Ли изо всех сил активировал свои глаза духовного прозрения, и только тогда смог мельком увидеть зеленую тень. Зеленая тень была видна всего мгновение, прежде чем она врезалась в скалу впереди и исчезла. Почти в тот же момент, в нескольких тысячах километрах отсюда, та же зеленая тень вылетела из земли. Даже пробив землю насквозь на протяжении тысяч километров, меч все еще был быстр, как молния, и он, взлетев в небо, в мгновение ика исчез из виду. На его пути остался очень тонкий пространственный разлом, а Хань Ли с изумлением наблюдал за этим со дна оврага. Только спустя долгое время он легонько выдохнул, и, хотя его лицо было мертвенно-бледным, в его глазах был восторженный блеск. Зеленый бамбуковый меч облачного роя, выпущенный тыквой, был настолько мощным, что смог мгновенно пробить землю насквозь на тысячи километров, а также рассечь само пространство. Некоторые из его самых мощных атак были способны сотрясти окружающее пространство, но он никогда не мог разорвать пространство, поэтому это было поистине необычайное зрелище. Вдобавок ко всему, атака была гораздо быстрее, чем любая другая атака Хань Ли, и он был уверен, что даже совершенствующемуся стадии высшего зенита было бы невозможно уклониться от нее с близкого расстояния.
С этой мыслью Хань Ли призвал камень бессмертного происхождения, чтобы помочь себе восстановиться, затем взмахнул другой рукой, чтобы выпустить печать заклинания. Вскоре после этого зеленые бамбуковые мечи облачного роя слетели сверху, прежде чем приземлиться ему в руку. Только после тщательного осмотра, чтобы убедиться, что меч не был поврежден, Хань Ли вернул его в тыкву. Примерно через полмесяца. В этот день издалека выстрелил шар золотого света, который в мгновение ока оказался у оврага. Золотистый свет рассеялся, явив никого иного, как бессмертного золотого пожирателя, и из его тела вырвалась грозная аура, заставившая всех демонических зверей в радиусе 1000 километров в панике бежать. Древесный демон стадии высшего зенита тоже проснулся и со встревоженным выражением лица посмотрел на бессмертного золотого пожирателя. «Убирайся отсюда, если не хочешь умереть», предупредил бессмертный золотой пожиратель, а затем устремил свой взгляд на овраг. В глазах древесного демона мелькнула ярость, но он не стал нападать. Вместо этого он поднял из земли все свои огромные корни, а затем тоже сбежал. Бессмертный золотой пожиратель не обратил на него внимания, продолжая пристально изучать овраг. Зловещая ци внутри оврага была настолько грозной, что он почувствовал легкое беспокойство. Более того, из-за блокирующей зловещей ци он не мог далеко распространить свое духовное чувство во враг, поэтому не мог почувствовать, что находится внутри. Немного подумав, он, шаром золотого света, полетел вниз, во враг, но как только он это сделал, у оврага внезапно раздался оглушительный грохот, и появились толстые столбы черного света, которые вырвались в небеса. Это была небесная формация падающей зари, и она излучала грозные колебания духовной силы. Столбы черного света резонировали друг с другом, высвобождая бесчисленные черные руны, которые внезапно взорвались, образовав шары черного света, которые соединили столбы черного света, образовав огромное море черного света, охватившее весь овраг и бессмертного золотого пожирателя. В то же время рядом с морем черного света появился Дао Се, который начал читать заклинание, одновременно складывая цепочку ручных печатей. Море черного света тут же начало бурлить, и внутри него появилось бесчисленное множество полос черного света, похожих на гигантские щупальца, которые устремились к бессмертному золотому пожирателю. Все полосы черного света мерцали черными рунами, которые излучали грозную ограничивающую силу, но бессмертный золотой пожиратель лишь презрительно фыркнул, взмахнув двумя передними лапами. Полосы непостижимо острого зеленого света мгновенно выстрелили во все стороны, разорвав полосы черного света, которые пытались поймать его в ловушку. Сразу же после этого он снова взмахнул передними лапами, отправив два гигантских лезвия золотого света, которые с грозной силой врезались в окружающее море черного света. Внутри моря черного света тут же раздалась серия тресков и хлопков, и оно начало яростно бурлить, быстро тускнея, словно вот-вот разрушится. Как раз в этот момент из глубины моря черного света раздался резкий визг, за которым последовали два оглушительных глухих удара, и произошли два взрыва золотого света, которые быстро погасли. Выражение лица бессмертного золотого пожирателя слегка изменилось, увидев это. Казалось, что что-то выдержало атаки, которые он только что выпустил. Бурлящее море черного света снова стабилизировалось, и оно начало быстро светлеть. В то же время из моря черного света внезапно выстрелило около дюжины гигантских черных питонов, каждый из которых был длиной в несколько километров, и все они одновременно набросились на бессмертного золотого пожирателя. В глазах бессмертного золотого пожирателя, увидевшего это, появился холодный блеск, и он взмахнул одной из своих передних лап, из его тела тут же вырвалось бесчисленное множество полос золотого света, образовав тысячи проекций золотых жуков, которые бросились на приближающихся черных питонов. Раздалась серия оглушительных грохотов, когда десяток или около того черных питонов были мгновенно уничтожены, распавшись на бесчисленные пятнышки черного света. Еще одним взмахом передней лапы все проекции золотых жуков сошлись, образовав грозную проекцию золотого меча, которая с огромной силой пронеслась по окружающему морю черного света. Однако, как раз в этот момент из моря черного света хлынуло бесчисленное множество черных рун, излучая всплески грозных колебаний силы закона, а останки черных питонов сошлись, образовав серию гигантских черных колец, которые мгновенно окружили золотую проекцию меча, остановив ее. Бессмертный золотой пожиратель, увидев это, издал яростный рев и поднял две передние лапы, когда из его тела вырвался яркий золотой свет. Внутри золотого света были слои золотых рун, которые на мгновение закружились в воздухе, прежде чем образовали шар золотого света размером в несколько километров. Из шара золотого света вырвалось ослепительное золотое сияние, и он, словно золотое солнце, оттеснил море черного света, образовав открытое пространство, после чего шар золотого света, по велению бессмертного золотого пожирателя, выстрелил вперед, с сокрушительной силой ударив по морю черного света. Шар золотого света мгновенно взорвался с оглушительным грохотом, и во все стороны хлынули свирепые порывы золотого ветра, полностью уничтожив окружающее море черного света, которое распалось на бесчисленные пятнышки черного света. Когда море черного света исчезло, бессмертный золотой пожиратель снова оказался у входа во враг.
В то же время Дао Се, словно получив сильный удар, пошатнулся, отступая. Его цвет лица был довольно бледным, мантия была изорвана в клочья, а на груди и нижней части живота появилось две большие раны, что ясно указывало на то, что он получил серьезное ранение. Отлетев более чем на 3 километра, Дао Се, не пытаясь вступить в бой с бессмертным золотым пожирателем, полосой золотого света умчался прочь. Глава 593. Заманивая врага в ловушку. Бессмертный золотой пожиратель не стал сразу же бросаться в погоню. Вместо этого он парил за пределами оврага, с нерешительностью глядя на грозную зловещую Ци внизу. Внезапно из глубины оврага раздался громоподобный насмешливый голос. «Ну, как вам 20-летний сон?» Бессмертный золотой пожиратель был разъярен насмешкой Хань Ли, но все же не двинулся с места. Сразу же после этого Цзинь Тун тоже начала подливать масло в огонь, насмехаясь. «Если ты хочешь меня съесть, то тебе придется меня поймать. Я буду ждать». Услышав это, бессмертный золотой пожиратель окончательно вышел из себя, и золотой свет, исходящий от его тела, начал бурлить и содрогаться, словно золотое пламя. Над его телом появился слой золотых пульсаций, и он быстро уменьшился до менее чем 300 метров в размере. В то же время золотой свет вокруг его тела стал плотнее, чем раньше, из-за чего казалось, что он окутан слоем золотого пламени. Сразу же после этого бессмертный золотой пожиратель спикировал во враг, и огненно-золотой свет вокруг него служил защитным барьером, который удерживал окружающую зловещую Ци. Даже при этом было ясно, что бессмертному золотому пожирателю было очень некомфортно в этой среде. Тем не менее, он спускался во враг гораздо быстрее, чем Хань Ли, когда тот впервые попал сюда. Вскоре он заметил Хань Ли и Цзинь Тун на дне оврага, и в его глазах мелькнул проблеск недоумения. Ему просто не верилось, что они смогли так сильно продвинуться в совершенствовании всего за 20 лет, и, хотя он все еще был намного сильнее их, находясь на поздней стадии высшего зенита, в его сердце возникло чувство осторожности. Вместо того, чтобы слепо продолжать спуск, он завис в воздухе, чтобы осмотреть местность сверху, и быстро заметил, что в некоторых частях дна оврага, где зловещая Ци была особенно плотной, что-то спрятано. Из этих областей исходили слабые колебания духовной силы, и казалось, что там была установлена какая-то формация. В глазах бессмертного золотого пожирателя промелькнул проблеск презрения, когда он внезапно раскрыл пасть, чтобы выпустить золотой торнадо, который пронесся по дну оврага, заставив всю зловещую Ци отступить и обнажив серию круглых каменных платформ и треугольных черных флагов. Каменные платформы и черные флаги были разбросаны по всему пространству под действием золотого торнадо, и вся формация была мгновенно разрушена. «Это то, что ты подготовил для меня?» — спросил бессмертный золотой пожиратель. Хань Ли и Цзинь Тун оба промолчали. Внезапно в сердце бессмертного золотого пожирателя возникло чувство самоуничижения. Чего он вообще боялся? Как простой сопляк на ранней стадии высшего зенита и человек на пике стадии золотого бессмертного могли представлять для него хоть какую-то угрозу? Ты и я изначально были одним целым, ты поймешь это, когда станешь частью меня. Все эти годы, которые ты потратил на бегство, были совершенно бессмысленны. «Вместо того, чтобы продолжать свое бесполезное сопротивление, я советую тебе сдаться», — сказал бессмертный золотой пожиратель. «По твоей логике, почему бы тебе не сдаться и не позволить мне тебя съесть? Ты же сказал, что мы изначально были одним целым, так какая разница?» Усмехнулась Цзинь Тун. Бессмертный золотой пожиратель спокойно ответил размеренным и терпеливым голосом. «Несмотря на то, что ты и я были частью одного существа, между нашими уровнями интеллекта и базами совершенствования существует огромная разница, поэтому мне гораздо легче поглотить тебя, чем наоборот. Даже если я тебя не поглощу, тебе в конце концов поглотит другой бессмертный золотой пожиратель, так почему бы тебе не сдаться мне прямо сейчас? Возможно, я даже решу сохранить некоторые из твоих воспоминаний. Честно говоря, я очень рад видеть, что ты уже достигла ранней стадии высшего зенита». Хань Ли все это время молчал, но, наконец, вмешался. «Если ты хочешь поглотить Цзинь Тун, то тебе сначала нужно спросить разрешения у меня и ее хозяина». Услышав это, бессмертный золотой пожиратель тут же пришел в ярость. Такой жалкий человек, как ты, на стадии золотого бессмертного, смеет называть себя хозяином бессмертного золотого пожирателя. Какая наглость! В то же время он взмахнул обеими передними лапами, выпустив две полосы полупрозрачного света в форме полумесяца, которые устремились прямо к Хань Ли. Эти полосы полупрозрачного света ничем не отличались от тех, которые выпускала Цзинь Тун, но они были в несколько раз быстрее, и Хань Ли, стоя на их пути, немедленно почувствовал удушающее давление. К счастью, он уже был готов к этому, и, задействовав свою способность реверсивной священной оси, он вместе с Цзинь Тун отскочил в сторону, чтобы уклониться от атаки.
В то же время он взмахнул рукавом, чтобы выпустить в сторону бессмертного золотого пожирателя две полосы света, одну черную и одну белую. Бессмертный золотой пожиратель смутно помнил белый предмет. Это был тот самый лист бумаги, который Хань Ли использовал во время их предыдущей битвы, и он уже был сильно поврежден, поэтому бессмертный золотой пожиратель, конечно же, не ожидал увидеть его снова. По воздуху пронесся порыв завывающего ветра, когда лист бумаги резко увеличился в размерах, превратившись в белую гору, усеянную трещинами, прежде чем обрушиться на бессмертного золотого пожирателя. Что касается черного предмета, то это была прямоугольная чернильница, которая спустилась на землю прямо под бессмертным золотым пожирателем, а затем превратилась в море черного пламени, прежде чем подняться в воздух. Оба они были грозными бессмертными сокровищами, которые Хань Ли получил у Фэн Тянду, но перед лицом бессмертного золотого пожирателя, который взмахнул одной из своих передних лап, выпустив полосу полупрозрачного света, которая устремилась к белой горе, они выглядели довольно жалко. С оглушительным грохотом гора тут же раскололась пополам, а затем превратилась обратно в лист бумаги, который был рассечен надвое, прежде чем упасть на землю. Сразу же после этого бессмертный золотой пожиратель раскрыл пасть, чтобы высвободить всплеск грозной силы всасывания, и море черного пламени внизу, в мгновение ока, было затянуто в его желудок, превратившись в кружащийся вихрь. Когда море черного пламени исчезло, из земли внезапно поднялась серия белых нефритовых столбов с начертанными на них всевозможными рунами, образовав огромную белую каменную формацию, которая устремилась прямо к бессмертному золотому пожирателю. В то же время на горных склонах по обе стороны от оврага начал сиять серебряный свет, и на них появились 4 огромные руны, которые затем превратились в 4 гигантские проекции рун, сходящиеся к бессмертному золотому пожирателю. Эти 4 руны содержали талисман ловушки лазурного дракона, талисман сияющего металла белого тигра, талисман поднятия огня красной птицы и талисман водного заграждения черной черепахи, который Хань Ли нашел в том драгоценном ларце, полученном от Фэн Тянду. Рев тигров и драконов раздался в унисон, когда лазурный змей и гигантский белый тигр бросились на бессмертного золотого пожирателя, и к ним присоединились багровая огненная птица и огромная черепаха, поймав бессмертного золотого пожирателя в ловушку. Бессмертный золотой пожиратель, увидев это, лишь холодно фыркнул, и из его тела вырвалось бесчисленное множество лезвий полупрозрачного света, тонких, как крылья цикады, которые в мгновение ока пробили формацией внизу бесчисленные отверстия. 4 символа, призванные формацией, также не смогли противостоять этим лезвиям света и были мгновенно уничтожены. Однако, прежде чем бессмертный золотой пожиратель успел что-либо сделать, сверху внезапно обрушилась огромная тень, и это был гигантский трехэтажный павильон, который, словно клетка, упал на него. У павильона был очень роскошный и богатый интерьер, и внутри него раздавались волны странных звуков, которые дезориентировали бессмертного золотого пожирателя. Внезапно он почувствовал, как будто вернулся в ту иллюзию, где ему удалось поймать Цзинь-Тун и достичь стадии великого объединения. Из его пасти вырвался громоподобный рев, и возникшие звуковые волны были настолько мощными, что мгновенно заглушили все странные звуки, а на окружающем павильоне появилось бесчисленное множество трещин. Хань Ли, увидев это, слегка прищурился. Казалось, что духовное чувство бессмертного золотого пожирателя стало более грозным после того, как он 20 лет провел в ловушке той иллюзии. Он думал, что павильон «Бессмертное сокровище», очищенный в небесной тыкве, сможет удержать бессмертного золотого пожирателя в ловушке около 10 секунд, тем самым дав ему достаточно времени, чтобы высвободить свою священную ось мантры, но он не смог продержаться и 3 секунд. Раздался оглушительный грохот, когда трехэтажный павильон взорвался на бесчисленные осколки, и в то же время Хань Ли крикнул: «Пора, товарищ Даос Мо Гуан!» Как только его голос стих, за спиной бессмертного золотого пожирателя внезапно появилась черная человекоподобная фигура, полностью окутанная зловещей ци, и она сжимала в руке старинное черное копье, которое вонзило прямо в спину бессмертному золотому пожирателю. Человекоподобной фигурой, естественно, был никто иной, как Мо Гуан, и, как он и обещал, в этот момент он демонстрировал силу ранней стадии высшего зенита. Копье в его руке начало ярко светиться черным светом, а багровая метка на наконечнике копья тоже ярко светилась, и из кончика копья вырвалась копьевидная проекция в форме цветка лотоса. Мо Гуан, свирепой жаждой убийства, мчался по воздуху, вонзая копье в бессмертного золотого пожирателя, и копье демонстрировало в несколько десятков раз большую мощь, чем тогда, когда Хань Ли экспериментировал с ним. Бессмертный золотой пожиратель уже почувствовал атаку, но не стал уклоняться, вместо этого противопоставив копью 2 свои передние конечности. Глава 594. Непрерывные удары. Раздался оглушительный грохот, и из той точки, где столкнулись Мо Гуан и бессмертный золотой пожиратель, во все стороны хлынули волны грозных ударных волн, заставив ближайшие горные склоны яростно задрожать, а камни начали падать, как дождь. Черное копье согнулось, как лук, прежде чем резко снова выпрямиться, отправив себя и Мо Гуана прямо вверх, как пушечное ядро. На лице Хань Ли, наблюдавшего, как Мо Гуан улетает в плотную зловещую ци, появилось мрачное выражение.
Если бы не тот факт, что Мо Гуан захватил тело невероятно могущественного серого бессмертного, одна только сила этого столкновения, скорее всего, была бы достаточной, чтобы полностью уничтожить его тело. Что касается бессмертного золотого пожирателя, то его невольно отбросило вниз, и как раз в этот момент среди вспышки яркого золотого света появилась священная ось мантры Хань Ли. 18 нитей закона времени вокруг оси исчезли в ней, и все руны Дао времени на ее поверхности, которых было более 400, и ярко засияли. Волны золотых пульсаций пронеслись по воздуху, когда мгновенно сформировалось огромное золотое пространство, окутавшее бессмертного золотого пожирателя. Бессмертный золотой пожиратель тут же почувствовал, как будто попал в болото, и все его движения стали очень медленными и вялыми. Он хотел нанести ответный удар и уничтожить золотую ось, но циркуляция его бессмертной духовной силы замедлилась до минимума, из-за чего ему было очень трудно собрать хоть какую-то силу. В то же время над его телом беспорядочно вспыхивал золотой свет, указывая на то, что он изо всех сил пытается противостоять священной оси мантры. Из его тела вырвались всплески грозных колебаний силы закона, чтобы противостоять окружающим золотым пульсациям, и все золотое пространство начало дрожать, но, к большому облегчению Хань Ли, пока оно не проявляло никаких признаков разрушения. Если бы он не достиг пика стадии золотого бессмертного, то бессмертный золотой пожиратель, скорее всего, уже бы освободился. Не теряя времени, Хань Ли начал быстро складывать ручные печати, без остатка вливая свою бессмертную духовную силу в свою священную ось мантры, используя ось, чтобы поймать бессмертного золотого пожирателя в ловушку. Он знал, что не сможет долго удерживать бессмертного золотого пожирателя в ловушке, и, помня об этом, он немедленно взмахнул рукавом, чтобы призвать высшую небесную тыкву. Круг крошечных рун вокруг тыквы начал беспорядочно мерцать, когда из ее отверстия вырвалась вспышка сияющего зеленого света, и внутри тыквы появилась вспышка силы отталкивания, которую он подавлял. Одновременно контролируя и священную ось мантры, и небесную тыкву, Хань Ли чувствовал, как его бессмертная духовная сила и духовное чувство расходуются с ужасающей скоростью. Внезапно он издал тихий рев, складывая ручную печать, и зеленый свет у отверстия тыквы мгновенно достиг невиданной яркости, а внутри тыквы раздался громоподобный грохот. Сразу же после этого из тыквы с невероятной скоростью выстрелили зеленые бамбуковые мечи облачного роя, и их было 8, все они были направлены прямо в сердце бессмертного золотого пожирателя. Раздалась серия резких лязгов, сопровождаемая вспышками ослепительной золотой молнии. Чтобы не снижать мощь мечей, Хань Ли атаковал самими мечами, а не какими-либо проекциями мечей. Усиленные его духовным доменом времени, летающие мечи еще больше ускорились, и всего за несколько секунд по одному и тому же месту на теле бессмертного золотого пожирателя было нанесено несколько сотен ударов, но он остался совершенно невредимым. Бессмертный золотой пожиратель все еще яростно сопротивлялся духовному домену времени, но оставался совершенно невозмутимым, усмехаясь. Сопротивляйся, сколько хочешь. Как только у тебя закончатся козыри, твоя судьба будет решена. Все это время Цзинь Тун наблюдала, с досадой и раскаянием стиснув зубы. Если бы она усерднее совершенствовалась, когда была с Цуй Лин, то, возможно, сейчас бы не была такой беспомощной. Как раз в тот момент, когда она ломала голову, пытаясь придумать способ прорвать защиту бессмертного золотого пожирателя, Хань Ли внезапно начал последние усилия, задействовав всю свою оставшуюся бессмертную духовную силу, прежде чем высвободить ее, словно потоки воды через прорванную плотину. В то же время руны на поверхности высшей небесной тыквы засияли ослепительным светом, из отверстия тыквы начал появляться кончик меча. Зеленый вихрь внутри тыквы вращался с невероятной скоростью, и он накопил столько энергии, что напоминал вулкан, готовый вот-вот извергнуться. Внезапно Хань Ли издал громкий рев, и вся тыква сильно задрожала, когда кончик меча, торчащий из ее отверстия, резко исчез. В тот же миг зеленая тень, словно молния, ударила бессмертного золотого пожирателя в грудь, и раздался оглушительный лязг, когда бессмертный золотой пожиратель сильно содрогнулся. В то же время во все стороны вырвалась вспышка золотой молнии и потоки грозной ци меча, полностью уничтожив окружающую зловещую ци. Дно оврага и 2 горных склона по обе стороны от него также были мгновенно сильно разрушены, и в твердой скале появились огромные разрезы глубиной более 300 метров. Золотой свет на груди бессмертного золотого пожирателя начал разрушаться слой за слоем, и на его невероятно прочном панцире, наконец, появилась крошечная трещина, тонкая, как волос. Зрачки бессмертного золотого пожирателя резко сузились, когда он почувствовал, как его защита пробита, и он начал еще яростнее сопротивляться. В результате духовный домен времени стал невероятно нестабильным, и казалось, что он вот-вот может рухнуть. Увидев это, в глазах Хань Ли промелькнул проблеск разочарования, но он не был удивлен таким исходом. Последним мечом, который только что был выпущен, был зеленый бамбуковый меч облачного роя, который дольше всех очищался в тыкве, и он уже продемонстрировал большую мощь, чем ожидал Хань Ли. Если бы этот меч ударил по любому другому существу на поздней стадии высшего зенита, кроме бессмертного золотого пожирателя, то они бы, определенно, не смогли отделаться такой незначительной травмой.
Хань Ли не стал зацикливаться на своем разочаровании и немедленно перешел на другую ручную печать, и 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя слились в один меч. Вместо того, чтобы продолжать контролировать летающие мечи своим духовным чувством, Хань Ли схватил меч, образованный 9 зелеными бамбуковыми мечами облачного роя, прежде чем броситься прямо на бессмертного золотого пожирателя. В этот момент бессмертный золотой пожиратель уже пришел в слепую ярость и продолжал изо всех сил сопротивляться, но Хань Ли не обратил на это внимания, вонзив свой меч прямо в крошечную трещину на груди бессмертного золотого пожирателя. В этот момент он без остатка высвободил свою бессмертную духовную силу, божественную дьявольскую молнию и ци меча. Раздался оглушительный лязг, когда Хань Ли развернулся, прежде чем мгновенно нанести еще один удар, и он быстро повторил этот процесс несколько раз подряд. Каждый следующий удар был быстрее и сильнее предыдущего, и слой за слоем божественной дьявольской молнии и ци меча нарастали друг на друга, и все это скапливалось в трещине на груди бессмертного золотого пожирателя, как вулкан, готовый вот-вот извергнуться. В этот момент Мо Гуан уже вернулся во враг, но не стал сразу же вступать в битву. Вместо этого он видел, что задумал Хань Ли, и знал, что пока лучше держаться подальше. Что касается бессмертного золотого пожирателя, то он чувствовал угрозу, исходящую от Хань Ли, и уже полностью потерял самообладание, отчаянно сопротивляясь священной оси мантры. По мере того, как духовный домен времени Хань Ли постепенно ослабевал, это также влияло на священную ось мантры, и она начала сильно дрожать, как и все руны до времени на ее поверхности. В этот момент духовное чувство Хань Ли было сильно перегружено, и его глаза полностью покраснели, а из ушей и щек стекала кровь, подобно паре крошечных багровых змей. Однако его руки оставались такими же твердыми, как и прежде, когда он наносил один удар мечом за другим. Несмотря на все его усилия, трещина на груди бессмертного золотого пожирателя ничуть не увеличилась. Наконец, с 361-м ударом меча Хань Ли больше не смог сдерживать божественную дьявольскую молнию и ци меча, которые все это время накапливались, и раздался оглушительный грохот, когда произошел грозный взрыв золотой молнии, образовав молниеносный вихрь, который полностью окутал бессмертного золотого пожирателя. В то же время из одной точки на груди бессмертного золотого пожирателя вырвалось огромное море ци меча. Золотая молния и белая ци меча переплелись, образовав гигантский столб золотого и белого света, который вырвался прямо вверх, практически пробив весь овраг. Из пасти бессмертного золотого пожирателя вырвался мучительный рев, и его ярость достигла невиданного пика. Крылья на его спине внезапно взорвались, выпустив всплеск грозной силы. Священная ось мантры, которая и так едва сдерживала бессмертного золотого пожирателя, мгновенно была отброшена назад с грозной силой. Бессмертный золотой пожиратель, с яростью посмотрев на невероятно глубокую и длинную рану на груди, стиснув зубы, прошипел: «Ты покойник». Как правило, он мог бы оправиться от такой травмы за несколько секунд, но эта рана не проявляла никаких признаков заживления. Как оказалось, остаточная молния и ци меча вокруг раны серьезно препятствовали процессу заживления. Глава 595. Битва жизни и смерти. Хань Ли невольно с грустью вздохнул, увидев это. Все его усилия смогли лишь пробить экзоскелет бессмертного золотого пожирателя, но не нанесли ему никаких существенных повреждений. Как раз в этот момент бессмертный золотой пожиратель открыл пасть, и из нее выстрелила нить полупрозрачного света размером с копье, которая устремилась прямо к груди Хань Ли. Хань Ли, увидев это, слегка сузил зрачки и поспешно призвал свою священную ось мантры, чтобы замедлить вражескую атаку, но, делая это, он понял, что что-то не так. Руны до времени на оси явно светились, но золотые пульсации не высвобождались. Прежде чем он успел понять, что происходит, полупрозрачное копье уже достигло его, и уклониться было уже поздно. В этой ужасной ситуации Цзинь Тун внезапно, полосой золотого света, бросилась к нему, встав перед ним щитом. Копье пронзило ее плечо, а затем отбросило ее тело на Хань Ли, и среди ужасающего звука ломающихся костей во все стороны брызнула кровь. Они вдвоем с такой силой врезались в скалу позади, что это вызвало обвал, и огромные камни покатились вниз. Из уголка губ Хань Ли стекала кровь, когда он, держа Цзинь Тун на руках, полетел к Мо Гуану, и Мо Гуан тут же тоже пришел в движение, встав перед ними. Хань Ли убрал свою священную ось мантры в свое тело, осматривая состояние Цзинь Тун, и он чувствовал, что ее аура значительно уменьшилась, но, к его облегчению, ее жизни ничего не угрожало. Поглотив тот странный котел для пилюль и тушу гигантской крысы, Цзинь Тун достигла стадии высшего зенита и обрела гораздо более мощную физическую силу, чем раньше. Только поэтому она смогла выдержать этот удар. В противном случае, даже с ней в качестве живого щита, Хань Ли все равно получил бы очень тяжелые ранения от этого удара копьем. «Ты в порядке?» — спросил Хань Ли, не отводя глаз от бессмертного золотого пожирателя. «Я в порядке», — с решительным блеском в глазах ответила Цзинь Тун, а затем вытащила полупрозрачное копье, прежде чем засунуть его себе в рот.
Тем временем все внимание Хань Ли было сосредоточено на бессмертном золотом пожирателе. Несмотря на то, что он уже взорвал оба своих крыла, на его спине появилась пара гигантских пятицветных световых крыльев, которые заняли их место, и, одним взмахом этих новых крыльев, бессмертный золотой пожиратель исчез с места. Зрачки Хань Ли, увидев это, резко сузились, и он отбросил Цзинь Тун вдаль, одновременно подняв свой зеленый бамбуковый меч облачного роя, чтобы защититься. В то же время Мо Гуан резко увеличился до нескольких десятков метров в высоту, и над его телом появился яркий черный свет, когда он поднял свое черное копье, прежде чем выбросить его прямо вперед. Черная линия, пронзив воздух, мгновенно пронеслась вперед, после чего вырвалось бескрайнее пространство черной ци, которое хлынуло грозной волной. Раздался оглушительный ляск, когда бессмертный золотой пожиратель внезапно снова появился, своим экзоскелетом выдержав удар копья Мо Гуана, и его передние конечности пытались обойти Мо Гуана, чтобы атаковать Хань Ли. Все это произошло в мгновение ока, и Хань Ли только поднял свой зеленый бамбуковый меч облачного роя, когда передние лапы бессмертного золотого пожирателя уже были рядом с ним. «Пусть небо и земля перевернутся», — громовым голосом заявил Хань Ли, и бессмертный золотой пожиратель тут же почувствовал, как по всему оврагу прокатилась вспышка неописуемой силы. На мгновение перед его глазами все поплыло, и, когда он снова смог ясно видеть, он обнаружил, что небо и земля действительно перевернулись, и только что он парил над оврагом, но теперь оказался на дне. Еще одна иллюзия. Бессмертный золотой пожиратель был весьма озадачен этим, и в результате он рефлекторно замедлил свою атаку. «Да будет молния!» Раздался еще один громовой возглас, и земля на дне оврага внезапно раскололась, когда из-под земли вырвался невероятно толстый столб золотой молнии, который мгновенно затопил бессмертного золотого пожирателя. Непрерывно раздавались грохочущие раскаты, когда бесчисленные дуги золотой молнии неистово били по телу бессмертного золотого пожирателя, и это явно была не иллюзия. Внезапно бессмертного золотого пожирателя осенила мысль, и он, раскрыв свою пасть, выпустил грозное пространство полупрозрачного света, которое обрушилось на дно оврага. Раздался оглушительный грохот, когда земля на дне оврага взорвалась, но вместо того, чтобы в воздух поднялись какие-либо камни или пыль, во все стороны хлынули только волны зловещей ци. В результате появилась золотая фигура, державшая в руках черное клинковое оружие, усеянное узорами в виде молний, и она быстро скрылась в волнах зловещей ци, исчезнув без следа. Как оказалось, небо и земля на самом деле не перевернулись, и этот столб золотой молнии был всего лишь выпущен Даосом Се, использовавшим клинок «Громовой удар». К тому времени, как бессмертный золотой пожиратель понял это и снова обратил свое внимание на Хань Ли, он обнаружил, что глаза Хань Ли плотно закрыты, а его межброви светятся полупрозрачным светом. В следующее мгновение перед бессмертным золотым пожирателем внезапно появилась клетка из черных цепей, которая затем превратилась в несколько полупрозрачных цепей, мгновенно исчезнувших в воздухе. Сразу же после этого бессмертный золотой пожиратель застыл на месте, обездвиженный. Внутри золотого пространства, глубоко в его сознании, находился миниатюрный золотой жук. Это была его зарождающаяся душа, и в этот момент она была поймана в ловушку клетки, образованной полупрозрачными цепями. На цепях были выгравированы черные руны. Они не выглядели особенно прочными, но в то же время казались наделенными какой-то неразрушимой силой. Зарождающаяся душа бессмертного золотого пожирателя пришла в ярость, и она изо всех сил начала биться о цепи. Золотой свет в его сознании также мощными волнами обрушивался на клетку, но клетка оставалась неподвижной, как непоколебимая гора. Внутри оврага Хань Ли тихо вздохнул с облегчением, но не осмелился расслабиться. Благодаря сочетанию его способности Домин-мантры и этой уловки Даоса Се, ему удалось поймать зарождающуюся душу бессмертного золотого пожирателя в ловушку клетки духовного чувства. Однако, несмотря на то, что душа бессмертного золотого пожирателя была его слабым местом, он все еще был существом на поздней стадии высшего зенита, поэтому Хань Ли не смог бы долго удерживать его зарождающуюся душу в ловушке. «Цзинь Тун, быстрее!» Встревоженно крикнул он. Цзинь Тун ждала этого шанса, и, стиснув зубы, чтобы подавить боль от ран, она превратилась в золотого жука размером с большую бочку, а затем подлетела к ране на груди бессмертного золотого пожирателя, прежде чем забраться внутрь. Как только она вошла в тело бессмертного золотого пожирателя, она немедленно начала вгрызаться в плоть. Непрерывно раздавались ужасающие звуки разрываемой плоти и жевания, и вскоре все тело Цзинь Тун было залито кровью. С каждым куском плоти, который она съедала, ее сила возрастала, а рана на плече, нанесенная полупрозрачным копьем, немного затягивалась. Несмотря на то, что зарождающаяся душа бессмертного золотого пожирателя была запечатана, его тело все еще сильно дрожало от мучительной боли, которую он испытывал. Его зарождающаяся душа пришла в слепую ярость, и она с безрассудной силой билась о клетку духовного чувства, совершенно не обращая внимания на то, что может причинить себе вред. Хань Ли чувствовал, как его собственное духовное чувство сильно дрожит, и его лицо слегка побледнело, когда он невольно выплюнул полный рот крови.
Однако, у него не было времени, чтобы залечить свои внутренние травмы, поскольку он изо всех сил направлял свою технику духовного очищения. Поддержание клетки духовного чувства уже невероятно сильно расходовало его духовное чувство, и ему приходилось тратить еще больше духовного чувства, чтобы стабилизировать клетку, противостоя неистовой атаке бессмертного золотого пожирателя. Вскоре его мантия была полностью пропитана потом, и он так сильно стиснул зубы, что их было слышно. Он даже убрал свои зеленые бамбуковые мечи облачного роя и небесную тыкву, поскольку не смел отвлекаться от происходящего. По мере того, как время шло, Цзинь-Тун продолжала быстро пожирать тело бессмертного золотого пожирателя изнутри, и ее аура неуклонно усиливалась, но все же значительно уступала грозной ауре самого бессмертного золотого пожирателя. Прошло еще 15 минут. К этому моменту Хань Ли был настолько пропитан потом, что выглядел так, будто его только что вытащили из пруда, а его лицо было бледным, как мел, а глаза были тусклыми и туманными от истощения. Наконец, его духовное чувство иссякло, и клетка духовного чувства в сознании бессмертного золотого пожирателя немедленно начала исчезать. Зарождающаяся душа бессмертного золотого пожирателя тут же воспользовалась этим шансом, чтобы выпустить последнюю неистовую волну атак, и клетка духовного чувства распалась, не в силах больше сопротивляться. Вернув контроль над своим телом, бессмертный золотой пожиратель немедленно издал мучительный визг, от которого весь овраг сильно задрожал. Поскольку его зарождающаяся душа была поймана в ловушку клетки духовного чувства, он был лишен большинства своих чувств, поэтому не мог чувствовать мучительную боль от того, что его собственное тело поедают изнутри. Теперь, когда он пришел в себя, его накрыла волна неописуемой боли, которая была почти невыносимой. Золотой свет, исходящий от его тела, тут же начал беспорядочно дрожать, из его костей раздалась серия тресков и хлопков, когда он одновременно напряг все свои мышцы, чтобы сжать Цзинь-Тун. В то же время вся бессмертная духовная сила в его теле также начала устремляться к Цзинь-Тун. Друзья, эти главы, когда союзник заперт знутри врага, а вопрос о том, кто здесь хищник, уже совсем не очевиден. Хань Ли идет на отчаянный эксперимент, заставляет внутренний вихрь небесной тыквы вращаться в обратную сторону, уплотняя энергию до критической точки. Пространство рвется, земля пробивается на 1000 километров вглубь, но бессмертный золотой пожиратель поздней стадии высшего зенита отмахивается от этих ударов, как от назойливых помех. 361 удар усиленным мечом молнии в одну точку оставляет лишь крошечную царапину на абсолютном панцире, а Цзинь-Тун получает тяжелейшее ранение копьем, прикрывая Хань Ли собой. Броню не пробить, значит, нужно ломать разум. Хань Ли создает сложнейшую иллюзию и запирает зарождающуюся душу монстра в клетку духовного чувства, парализуя врага. Тяжело раненая Цзинь-Тун использует единственную трещину на груди пожирателя и забирается внутрь, вгрызаясь в плоть, восстанавливая силы прямо в теле живого врага. Но удержание разума существа такого уровня выжигает Хань Ли дотла. Он харкает кровью, ментальный контроль рушится, и пожиратель приходит в себя, обнаруживая, что его едят заживо. В ярости он направляет всю бессмертную духовную энергию внутрь собственного тела, создавая астрономическое давление, чтобы раздавить Цзинь-Тун всмятку. Готовлю продолжение.